Всем привет, вы на канале Пользы.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, я расскажу вам о смартфоне Realme GT3, который я, как и многие из вас, в глобальной версии, это Neo 5 в китайской версии, купил на Алиэкспрессе, получил, протестировал и уже готов вам о нем рассказать. Я рассказывал о Neo 5, в принципе, и, по-моему, даже 2 раза. Помимо этого, я рассказывал о GT3, когда я перепрошил Neo 5, но там не было 20-го бенда. И вроде бы я бы мог сейчас сказать, что обзор можно закончить на том, что здесь нет фиолетового цвета, добавили 20-й бенд, и все так же хорошо. Но это не так. Поэтому не забудьте подписаться на канал с колоколом, написать в комментах, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Я не знаю, зачем я это купил. Ну, для чего я купил логично для контента. А вам информация будет однозначно полезна. В конце, как всегда, расскажу почему. Смотрим. Распаковка. Поставляется данная модель в коробке из плотного картона. В комплекте со смартфоном мы имеем черный силиконовый чехол, краткое руководство, ключ для извлечения прорезиненного слота под 2 нано-сим-карты. Далее есть защитная пленка, притом с неплохой олеофобкой, которая уже наклеена на смартфон. Кабель для зарядки с Type-C на Type-C и блок питания на целые 240 Вт. Но, как я уже говорил, по моим измерениям, смартфон 240 Вт выдает где-то несколько секунд, даже не минут. Габариты смартфона 164 на 76 на 9 мм, а вес 201 грамм. И да, я не буду вам рассказывать о защите от огня. Розыгрыши моря, читаем описание, какие сейчас актуальны постоянно. Это 5 Mi Band 7 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Подписывайтесь с колоколом, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Там всегда очень много полезного. К слову, сейчас распродажа на Али идет, да и не только на Али. Смотрите в телеге скидок, что есть интересного. Даже с прыгающим курсом есть еще в остатках девайсы по старым ценам. Перейдем же к смартфону. Приобрести данную модель можно только в белой и черной расцветке. Кто бы мне сказал, чтобы они в терабайтник глобальный фиолетовый не добавили. Многие только из-за него покупали терабайтники. Тыльная часть смарта выполнена из матового стекла, рамка пластиковая. Сборка качественная, дизайн смартфона привлекательный из-за его особенностей на тыльной части, а именно RGB подсветка с полупрозрачной вставкой и поддержкой 25 оттенков цвета. Подсветка поддерживает режим дыхания, режим мерцания, настройка скорости, настройка активного периода и не только. Так что персонализировать его под себя можно без проблем. И да, разумеется, вы мне напишите, ну как много людей лицевой частью смартфона кладет его на стол, чтобы потом по индикатору что-то определять. И также можете написать, что это жалкое подобие Nothing Phone. В руке GT3 лежит удобно, одной рукой пользоваться удобно. На корпусе расположена кнопка питания, качель регулировки громкости, притом на разных сторонах. Разъем USB Type-C OTG версии 2.0, 2 микрофона и капорт, а вот мини-джека нет. За звук отвечают стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, звучание хорошее, но оно неполноценное. Плюс за то, что есть профили среды и пространственный звук. Нет ощущения, что одинаково динамики верхний и нижний работают. Список аудиокодеков вы видите на экране, вибромотор линейный по оси X настраиваемый, как и интенсивность сенсорного отклика. Используется технология O-Haptics, летим дальше. Смартфон оснащен AMOLED-дисплеем на 6,74 дюйма с разрешением 2772 на 1240 точек. Дисплей прямой, без закругленных краев, как по мне, прямой экран удобнее, чем водопад. HDR10+ в наличии, плотность пикселей 450 ppi, чего, как по мне, достаточно, но не для читалки. Если вам необходим смартфон, чтобы читать какие-то статьи и электронные книги, в идеале плотность пикселей должна быть 500 ppi и выше. Хотя многие мне пишут, у меня 200 ppi и ничего. Каждому свое. Пиковая яркость 1400 нит, яркости достаточно, но запаса большого нет. Автояркость работает корректно и быстро. Частота обновления экрана максимум 144 Гц. На выбор также есть 60 Гц и автомат. Тач на 1500 Гц. Разумеется, 144 Гц почти нигде не работает, но это уже другая история. Тест на частоту дискретизации касания выдал средний результат, неплохой. Мультитач есть на 10 пальцев. Экран откликается. DC-диминг в наличии с автоматическим включением. Шим ужасен. Полноценный Always On дисплей в наличии, конечно же, без каких-то обрезок, как у некоторых Xiaomi. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран с поддержкой измерения сердечного ритма, распознавания лиц и стандартными способами разблокировки. Разумеется, измерением сердечного ритма вы баловаться будете редко. Сканер отпечатков пальцев работает отлично как распознавание лица. Внести отпечаток одного и того же пальца несколько раз нельзя, за что плюс. А вот зарегистрировать биометрические данные можно только одного лица. Но, к слову, после долгих мучений, я не знаю, зачем я это делал, у меня получилось 2 раза один и тот же палец завести, но 3 раза
раза уже не получилось. Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, субфлагман с техпроцессором 4 нанометра с 8 ядрами, максимальная частота у него 3 ГГц, графический процессор Adreno 730, интерфейс Realme UI версии 4.0 на базе Android 13 версии, оперативка LPDDR5X, и доступна в глобалке у нас только 16. Внутренняя память UFS 3.1 на 1 терабайт, имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6 серии, поддержка 5G сетей, 4G сетей и ниже. Для 4G 7 и 20 бенд на борту. eSIM в смартфоне отсутствует. Связь смартфон ловит отлично, микрофон и датчик приближения отрабатывает корректно. Bluetooth версии 5.3, NFC в наличии, MirPay встает, GPS-тест в городских условиях показывает точность стандартно 3 метра и емкость аккумулятора здесь 4600 мАч. Заряжается от родного адаптера питания на 240 Вт с нуля где-то за минут 13-14, когда как. Беспроводной зарядки нет, разумеется, как и реверсивной. С 1% у кого-то он заряжается за 9 минут. PC-марки при 144 Гц и на 100% яркости смартфон выдал скромные 5 часов 25 минут, а Work Performance 17868. С другой стороны, в играх по Wi-Fi при максимальной яркости у меня уходит всего 10% заряда. Как по мне, нереально отличный результат. Но вот в New State с одновременным стримингом уже поедает он 33%. А это прям ужасный результат, потому что стандартно 24-25%. К слову, режим GT также на борту. Смартфон в играх показал себя отлично, яркость не снижает, яркости достаточно, смартфон у меня не перегревался. Перейдем же к тестам. Тротлинг тест на 100 потоках при 60 минутах. Что у нас он выбивает в Geekbench и всем остальном вы видите. В Antutu он выдает 1 197 000 попугаев, почти 1 200 000. Storage тест показал отличные 81 000 для этого типа памяти. 45-минутный стресс-тест прошел плохо. Переходим к, в принципе, самому интересному, но неинтересному в этом смарте, потому что я его уже сравнивал много с кем. Опять же, можете обзоры на канале посмотреть, это уже 3-й обзор на него. А если с лайвом, то вообще 7-й. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 сенсоров и двухцветной LED-вспышки. Основной сенсор Sony IMX 890 с оптической стабилизацией апертуры 1.9 на 50 мегапикселей. 8-мегапиксельный сверхширик сенсор Sony IMX 355 с углом обзора в 112 градусов и макросенсор на 2 мегапикселя. Запись видео доступна в максимальном разрешении 4К 60 FPS. Фронтальный сенсор на 16 мегапикселей, находится он по центру верхней части экрана в небольшом вырезе. Максимальное разрешение для съемки видео только 1080p 30 FPS. Короткие примеры вы сейчас увидите, исходники, напоминаю, в моей личной телеге. Разумеется, есть двухоконный режим, можно делать X2 на основную камеру, можно, наверное, даже больше, да, больше можно делать с колесиком. X3, 10, также десяточку, можно включать параллельно вспышку. Все как всегда. И можно на единичку уходить обратно. 4К 60 FPS и, видите, мерцания нет. Мерцания нет от ламп. Объекты снимает смарт неплохо. Автофокус неплохой с объекта на объект. Пусть даже не живые, живые, какая разница. 1080p фронталкой. Напоминаю еще раз, что миллиард этих примеров видео и фото было. Здесь мне самое интересное было, насколько они стабилизируют все. Как у них получилось, вы видите в ролике. А фронталка, так она и снимала. На экране телефона выглядит все классно. Для вас выглядит уже, мне кажется, не особо классно. Можно фотографировать параллельно и ставить видео на паузу. 1080p фронталка, вот так вы сможете себя снимать при рассеянном свете в парке Аква. Ультраширик работает только в 1080p 30 FPS. Многим этого будет достаточно, в принципе. 4К 60 FPS с двух рук. Днем он снимает хорошо по мне. X2, X5, X7, X10. Иксы, разумеется, использовать не стоит, но в X1 достойная такая картинка, которую можно кропать, перекропать. Еще немного фронталки, роллинг шаттера, разумеется, нет. 4К 60 FPS, так делать нельзя. Напоминаю, что смарт боится воды, но чтобы контент был не скучным, а на Neo 5 я уже сделал несколько обзоров, и получается перешитый Neo 5. Здесь хотя бы будет, вам можно было оценить, насколько хорошо работает, допустим, тот же микрофон. И если гипотетическая возможность, разумеется, можно взять чехол от воды, и все будет в огне. И как работают
работают микрофоны, вы сейчас слышите в идеальном виде, без каких-то изысков. Разумеется, YouTube это не особо понравится, но если смартфон выживет и вы увидите этот ролик, вы хотя бы сможете знать, что даже без чехла может так поизвращаться. Так делать не стоит, но заметьте, что фризы по минимуму у камеры. И хотя она у меня воду при загрузке тормозила, я об этом вам уже говорил. В принципе, после, не знаю, первых пользований, все, вода попала. Нет, он не погиб. Работал смартфон. 4К 60 FPS, и так делать, разумеется, нельзя, еще и на трассе нужно ехать всегда с двумя руками на руле. И ну, это не важно, важно, что вы сейчас увидите пример съемки, плюс, да, микрофоны в этом смартфоне вполне шикарно, учитывая, как он отрабатывал у меня в аквапарке, как он отрабатывает сейчас. В целом, по микрофонам и динамикам вопросов к нему вообще ноль. Вопросов, конечно, миллиард помимо этого, но ночью вы видите, как можно эффективно при его использовании снимать то, что ты видишь, когда ты едешь за рулем. В принципе, достаточно вам. Если плавно снимать с одной руки, то, в принципе, все будет неплохо. Я не повторяю, в принципе, да. Фронтальная камера, пример работы GT3, не глобал прошивка, а именно глобальная версия. Та, которая у нас в магазинах по 69,90. Надеюсь, уже со скидкой. И вот так вы сможете себя снимать, если вы будете передвигаться ночью в шлеме на байке. Надеюсь, что меня не снесут, и вы сможете увидеть этот ролик с примером работы данной камеры. Что я могу сказать? Ни в коем случае в камеру смотреть нельзя, когда ты едешь. Это раз. А два, фронталка здесь, хотя и не фонтан, но опять же при просмотре контента, который я сейчас сниму на том же телефоне, планшете малого экрана, либо малоформатном ноутбуке, по большому счету вам будет этого достаточно. Чтобы я не говорил, там работа со светом. Вы видите, как он зайчика сейчас ловит от, опять же, довольно противной лампы. Почему? Потому что освещение здесь вообще на него смотреть тяжело. Но с другой стороны, смарт все, что может, из себя вытягивает, все, что может из сенсоров. То есть сказать, чтобы на этих сенсорах кто-то лучше снимал, ну я не знаю. Процессор здесь субфлагманский. Понятно, что сейчас Gen 3 выйдет какой-нибудь, там Gen 4, восьмерка, и это будет субфлагманский, но на данный момент это субфлагман. И если вы сидите на Neo 5, радость и радость. Так это GT3. Вот так можете снимать громкие. Да, в это время кто-то пытается рядом в 9 часов вечера заснуть. Кому-то не везет. И барабанная дрожь все равно работает. Вот сейчас вы можете увлекать это дело динамик движения. Движение недолго, но немного ночной съемки, как говорится, совсем чуть-чуть. Минусы: пластиковая рамка, нет фиолетовой расцветки, нет телефотосенсора, нет беспроводной зарядки, нет мини-джека. Цену я тоже отнесу к минусам. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Ну и резюмировать я бы, разумеется, хотел на сам смартфон. Почему его я бы не стал покупать прямо? Первое — это ценник. То есть за эти деньги вы можете купить себе Xiaomi 13, то же самое в глобале, как и Realme GT Neo 5. В чем разница? Космос. То есть здесь у нас нет защиты от влаги. Я понимаю, что это не обзор сравнения, но меня много лет в течение того, как я делаю ролики, укоряли в том, что я не говорю альтернатив. Я сейчас говорю вам альтернативу, которая на голову выше. Почему? Потому что процессор лучше, защита от влаги есть. По поводу тротлинга и всего остального можно долго спорить. По поводу камер тоже долго и упорно сравнивать, правильно или нет. Но что сделали Realme? У них была волшебная модель Neo 5 за копейки в прямом смысле, потому что там терабайтник можно было до 40 тысяч купить, окей, сейчас там 45. И они ее переименовали в GT3 и стали в глобале продавать по 70 в ритейле и по 58 сейчас на Алиэкспрессе. Насколько у них все хорошо с осознанием того, что процессор тротлит, что
Они забрали самый прикольный цвет у этого смартфона, что диод индикации не может стоить несколько десятков тысяч рублей. И то, что они просто взяли модель, добавили туда 20-й бенд, каким-то образом задушили процессор. И в итоге вся система работает не так стабильно. Я не знаю, почему, я очень рад тому, что автономность в играх стала лучше. Но это не флагман с флагманским ценником. Вот это мой вердикт. Вы можете не согласиться, можете приобретать данное устройство. Я, в принципе, этому буду рад, потому что мне все равно его продавать. Но для своих подписчиков, конкретно для вас, для зрителей, я могу сказать однозначно. За те деньги, даже за 50 тысяч, что я его покупал на старте продаж, девайсу однозначно и нет. Почему? Потому что это просто старая модель за очень большие деньги. Все очень просто. Если у Xiaomi 13 Global стал примерно стоить, как и китайская версия, кто покупал, те помнят, то Realme, они просто улетели в космос, в космосе остались, раскидали телефонов, все их расхвалили и все. А по большому счету русский язык в китайской версии есть, гуглы встают, 7-й бенд есть, если вы в городе живете, вам вообще все равно. В общем, что-то пошло не так, Realme. Давно уже. В первую очередь с вашей маркетинговой политикой, а потом уже с ценообразованием. То есть оно все в сцепке идет, и вы отворачиваете от себя пользователей. Начиная от блокировок китайских версий и заканчивая космическими ценами на эти устройства. От меня. Девайсу как девайсу без ценника да, с ценником однозначно и нет. Добра и удачи вам, дорогие друзья.